Всем привет! Вы на канале ДРТ Клаб. Сегодня будет уточняющее или, можно сказать, поясняющее видео. На нашем канале есть несколько мастер-классов по пошиву одежды для собак. Это попона, жилет и комбинезон. Под каждым из роликов я даю ссылочку на наш блог drtclub.ru, где вы можете найти выкройку. Также в материалах я рассказываю о том, как построить сетку по размеру именно вашего питомца и как потом перенести выкройку на эту сетку. Но почему-то у некоторых все же вызывает затруднение построение такой сетки и дальнейшее перенесение на нее выкройки. И сегодня мы с Джеком постараемся рассказать и показать, как легко и просто это можно сделать. Конечно, вы должны понимать, что универсальной выкройки не существует. Любая выкройка должна подгоняться по размеру именно вашего питомца. Взять хотя бы собачек одной и той же пород, например, Джек Рассел Терьер. Кто-то крупнее, кто-то меньше, у кого-то грудная клетка мощная, как у нашего Джека, а кто-то более миниатюрный. Поэтому я всегда советую, прежде чем переносить выкройку на основную ткань, попробуйте перенести ее на какую-нибудь пробную ткань, пробный материал. Это может быть старая простынь или просто недорогой ситец, который вы можете купить в магазине. Перенесите выкройку на пробную ткань, сшейте все детали между собой и примерьте на вашего питомца. И тогда вам будет ясно, где что убавить, а может где-то что-то и прибавить. Вот только после этого, когда вы откорректируете все размеры, все параметры, я советую переносить выкройку и шить уже основной жилет, попону или комбинезон для вашей собачки. Как я рассказываю в каждой статье, основная мерка, которую вам необходимо снять с питомца для построения конкретно этой выкройки, это длина его спинки. От шеи, там где одевается ошейник, и до основания хвоста. Берете обычный сантиметр или рулетку и измеряете длину спинки питомца. Снимать длину, конечно, необходимо не в таком лежачем положении, как находится наш Джек, а питомец должен стоять, находиться в стоячем положении. Вот в нашем случае длина спинки Джека 30 сантиметров. Но у вашей собачки этот размер может быть абсолютно другим. Иди, Джекушка, на место, иди ложись. Итак, вы знаете длину спины вашего питомца. Далее нам необходимо построить сетку, чтобы потом перенести на нее выкройку. Но чтобы построить сетку, нам необходимо вычислить, какая же будет длина стороны квадрата этой сетки. Допустим, у вас питомец гораздо крупнее и длина его спинки 42 сантиметра. Необходимо длину спинки вашего питомца разделить на 10. То есть, если мы берем, что длина спины у вашего питомца 42 сантиметра, 42 мы делим на 10 и получаем, что размер квадрата, размер одной стороны квадрата будет равен 4 сантиметра 2 миллиметра. То есть сетка у вас должна состоять из квадратов, размер стороны которого 4 сантиметра 2 миллиметра. Я сетку наношу на вот такой вот чистый пустой лист бумаги. Если у вас нет дома такого большого листа бумаги, вы можете просто взять обычные листочки, обычные альбомные листы или какие-то чистые листы, просто их склеить между собой и затем уже нанести на вот такие листы сетку. Ну вот и все. Сетка для нанесения выкройки для питомца с длиной спины 42 сантиметра у нас полностью готова.
Теперь на эту сетку нам осталось лишь перенести выкройку с сайта. Смотрите внимательно, я специально увеличу, чтобы это было более понятно. Берем, видим, что выкройка начинается со второго квадратика. То есть начало у нас будет именно здесь. Дальше, вот этот квадратик, вот здесь вот у нас выкройка заканчивается. То есть мы делаем выкройку, продлеваем до конца этого квадратика. Следующий квадратик у нас немножко, примерно мы делаем его скос, то есть выкройка у нас идет горловина, закругление, то есть мы делаем небольшое закругление. Итак, это закругление у нас идет к следующему квадратику, прямо к его углу. Соответственно, мы также наносим вот это вот закругление. Я специально делаю много вот таких линий, чтобы было видно. И дальше от угла у нас заканчивается вот в этом квадрате, примерно вот в этом месте. Итак, вот горловина у нас полностью готова. Дальше размер ГВ. То есть у нас идет от вот этого квадрата и приходит вот примерно вот сюда, к следующему квадратику. Прямая линия. Вот, планочка, пришли. Точно так же мы делаем и все остальное. То есть вот это вот размер в нашем случае у нас будет 42 сантиметра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вот конец спинки. Давайте померяем. Получилось ли у нас 42 сантиметра? Вот, ровно 42 сантиметра. А дальше точно так же, как и в случае с горловиной, мы переносим на нашу сетку всю остальную выкройку. Вот и все. Мы перенесли выкройку на нашу сетку. И это будет выкройка для питомца с длиной спинки 42 сантиметра. То есть, если наш джек, длина спинки нашего джека 30 сантиметров, то вы видите, что эта выкройка у нас получилась точно такая же, только больше, потому что питомец у нас больше. А дальше нам осталось только вырезать выкройку и перенести ее, как я уже сказала, на какую-то пробную ткань. Вот и все, ничего сложного нет. Надеюсь, что сейчас вам понятно, как построить выкройку по размеру именно вашего питомца. Точно таким же образом вы переносите на свою сетку все остальные детали. Я же показала, как перенести только лишь спинку. Ну вот, сегодня мы рассказали и показали, как построить сетку и перенести на нее выкройку. Если вам все понятно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ведь впереди у нас очень интересный мастер-класс по пошиву подарка
своими руками на 8 марта любимым мамам, бабушкам, подружкам. То есть подарок будет для всех женщин, для всех представительниц прекрасного пола, которые обожают собак. Всем пока!